Всем привет! С вами Максим Крюков и вы на канале про Unity. Сегодня мы будем превращать изображение, которое рендерит камера, в мозаику, используя пикселизацию и наложение мозаичной текстуры. В современных подходах отображения уже используются крошечные квадраты пикселей. В этом ролике мы будем задавать количество плиток, тем самым регулируя степень пикселизации. Погнали! Воспользуемся самым простым способом сделать это, пока не используя шейдер. Создаем скрипт Mosaic Filter. Он будет наследоваться от Simple фильтра. И создадим у него переменную xStyleCount. Интовая. По умолчанию пусть будет равно 100. Это и есть количество плиток в результирующем изображении. Нам не обязательно указывать переменную для y, так как мы его легко посчитаем, используя соотношение сторон экрана. Теперь переопределяем метод useFilter. Кто не видел или уже забыл, что из себя представляет Simple Filter, советую пересмотреть 3 видео из этого плейлиста, а именно Grayscale, Silhouette и Neon Effect. Ссылки будут в описании к видео. Вернемся к реализации метода. Создаем временную текстуру temp render texture getTemporary. Ширину ей указываем xStyleCount, который мы будем настраивать, а высота у нее будет округленное значение xStyleCount умноженное на aspect ratio. Делаем round to int, внутри будет приведение к флоту, src haze, делить на src width и умноженное на xStyleCount. То есть мы делим высоту нашей текстуры на ее ширину, умножаем на количество тайлов и приводим это все к инту, округляем. Теперь вызываем метод GraphicBleed. Передаем туда src текстуру в temporary текстуру. То есть мы копируем исходную текстуру во временную, которая размером меньше. Чтобы это сделать, Unity усредняет пачку пикселей исходной текстуры и определяет цвет, который устанавливает в temp текстуру. Теперь вызовем GraphicBleed еще раз. Мы будем уже передавать temp текстуру в destination текстуру. Происходит теперь обратная ситуация. Unity интерполирует пиксели TMP текстуры в результирующую. Осталось теперь вызвать render texture release temporary, чтобы не загромождать память. Теперь перейдем в Unity и протестируем. Не забываем перетянуть Mosaic Filter на камеру. В поле шейдер укажем любой абсолютно шейдер, чтобы не было ошибок от Simple фильтра. И запускаем. Это совсем не тот эффект, который вы наверняка ожидали. Изображение выглядит сглаженно и немного размыто. Все потому, что по умолчанию Render Texture Temp имеет фильтр Mode Bilinear. Это значит, что Unity берет среднее сглаженное значение цвета. Даже немножко подблюривает. Нам это не нужно, поэтому вернемся и изменим фильтр Mode на Point. Пишем Temp. Фильтр Mode равно Point. Теперь интерполяция выполняться не будет, и мы получим более блочную структуру. Проверим это. Так и есть. Можем поиграться с количеством пикселей. Можем сделать совсем пикселированное изображение. Или побольше. Так оно будет выглядеть, как будто ничего не изменилось. Есть. Теперь мы можем создать шейдер. Назовем его Mosaic. Шейдер, Image Effect Shader, Mosaic. В блоке Properties нам понадобится создать несколько полей. Первое это Overlay Text. Имя у него будет подобный. Overlay Text. Тип 2D. 2D. То бишь текстура. И по умолчанию
white. Это маленькая тайловая текстура, которую мы будем использовать поверх каждой плитки, чтобы иметь пространство между ними, как будто реально мозаика скреплена каким-либо материалом. Она у меня уже в проекте есть, вот она, Tile Overlay. То есть она из себя представляет полностью прозрачную практически текстуру, кроме вот этих вот краев. Ссылочку на проект я оставлю в описании, поэтому вы можете ее легко оттуда взять. Вернемся в шейдер и допишем еще одно поле. Overlay Color. Имя такое же. Тип Color. И по умолчанию будет 1.1.1, то бишь белый. Далее создаем еще две переменных. Это x tile count. То же, что мы создавали в скрипте. Мы будем настраивать из скрипта в шейдер. X tile count. Тип у него будет int. И по умолчанию 100. То же самое для y. Y tile count. Опять int. И тоже 100. А теперь проинициализируем эти все переменные. Создаем sampler 2D. Overlay text. Float 4. Overlay color. Int x tile count. Я буду копировать, чтобы не ошибиться. И еще int y tile count. Есть. Теперь во функции frag удалим ненужный код по инвертированию цвета и добавим новые UV координаты. Пишем float2 overlay UV равно i.uv умножить на float2 x tile count по x и y tile count по y. То есть мы исходные UV координаты умножаем на x tile count по x и y tile count по y. Теперь рассчитаем цвет оверлея. Float 4 overlay color. Мы берем сначала цвет текстуры, вот этой overlay text. Я, кстати, тут неправильно написал, sampler 2D, вот так. И передаем туда уже модифицированные overlay UV координаты. Далее домножаем на overlay color, вот этот. Есть. Последнее, что нам нужно сделать, это скомбинировать исходный цвет color, вот этот вот, с overlay color. Мы воспользуемся lerp. Пишем color равно lerp. Первый элемент будет color, а второй overlay color. В качестве регулируемого параметра будет использоваться overlay color alpha. Так как мы знаем, что наша текстура тайла, она практически везде прозрачная. Там, где она прозрачная, у нас будет использоваться исходный цвет. А там, где не прозрачная, будет использоваться overlay color. Ну и, соответственно, промежуточные значения, там, где она 0.5, 0.3 и так далее. Есть. Шейдером мы закончили. Вернемся теперь в мозаичный фильтр. И добавим сюда еще две переменных. Первая это для текстуры. Texture 2D. Overlay texture. И вторая это цвет. Color. Overlay. Color. Пусть будет по умолчанию color white. Теперь переопределим метод onUpdate и будем пробрасывать ему параметры. Ему, то есть шейдеру. Пишем материал. Это поле у нас определено в Simple фильтре. Вот здесь. Материал.
Set Texture. И сюда нужно передать ID текстуры. Лучше перейти сразу в шейдер и скопировать его. Вот оно, Overlay Texture. Переходим сюда, вставляем. И сетим сюда Overlay Texture. Теперь материалу нужно передать Color. Set Color. Также по ключу. Берем Overlay Color и вставляем. Осталось передать еще два параметра. Первый это XStyleCount. Set int. XStyleCount. И передаем туда наш XStyleCount. Для Y, в свою очередь, будем уже просчитывать. Так же, как мы делали здесь. Можем даже скопировать. Вместо src будем использовать screen height и screen width. Есть. Теперь осталось в Graphics Bleed добавить использование материала, чтобы шейдер заработал. Теперь перейдем в Unity и попробуем протестировать. Тут у нас неправильный шейдер. Перетягиваем наш мозаик. И в Overlay текстуру перетягиваем Tile Overlay. Есть. Теперь запускаем. Вот у нас есть такая вот сетка. Можем поменять ей цвет. Я предпочитаю вот такой вот серенький. Сегодня мы рассмотрели, как сделать эффект пикселизированной мозаики. Если ролик вам был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. С вами был ProUnity. До скорого.